времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Кто меня не знает, меня зовут Юлия. Кому будет интересно, вы можете ознакомиться с моим каналом и остаться, если вам понравится. Сегодня я буду делать не совсем обычную реакцию на нашего любимого артиста, по крайней мере, на этом канале Димаша Кудайбергена, на его последнее видео I've Got You. Димаш уже многократно доказал, что он умеет менять стили, он умеет нас удивлять, он уже похитил наши сердца, он отправил наши души в какие-то иные измерения, в космические пространства, и на этот раз ему оказалось мало, он решил еще и высосать нашу кровь. И мне стало интересно, сегодня со мной моя старшая дочка, которую зовут Виктория. Поздоровайся. Приятно познакомиться. И мне стало интересно, как молодое поколение отреагирует на вокал, на песню, на композицию и на вампирскую тематику этого клипа. Виктория у меня не является не является поклонницей Димаша, но она отдает должное его вокалу. Ты можешь сказать пару слов, как ты воспринимаешь Димаша? Она, конечно, знает о нем, вот пусть скажет сама. Да, ну, во-первых, он поет на нескольких языках. Я слышала, он поет на казахском и на русском, как минимум, и даже на английском. И я считаю, что это очень круто, особенно учитывая, что я учусь на переводчика и говорю на нескольких языках. Я чувствую близость в этом, и я тоже люблю петь на нескольких языках. И плюс, во-вторых, он умеет петь в разных жанрах, и даже в одной песне иногда такое ощущение, что это несколько разных людей поют, потому что он может и дать немного и всякие там мелизмы, короче, что он только не умеет, и оперный голос, естественно, там то есть прям это очень, да, это очень impressive, как сказать. Да, это очень впечатляюще. Это очень впечатляюще. Вот. И, конечно, я надеюсь, вы оцените, что сегодня над нашими образами поработала моя дочка. Творческий человек, она очень классно делает макияжи. В общем, не будем больше вас утомлять предисловиями. И мне лично безумно любопытно, как отреагирует она. Она не видела клип, не слышала песню. Поэтому мне очень любопытно, как она отреагирует именно на этот вариант творчества и произведения Димаша и его лук, да? Да, лук, наверное. На его имидж в этой песне. Поэтому не будем больше вас утомлять. Поехали. Small. Маленький? Все супермаркет. Спонсор клипа. Понятно. Машина мне нравится, красивая. Страшный дядька. Я хочу такой дома. Мне кажется, она похожа на Дженнифер Лоуренс. Ой. Здравствуйте. Making my way, wait outside to
the river, been lost for days, 'cause I'm looking for freedom. There's nothing but chains around me, but I won't be broken. Очень любит эти волосы. 'Cause I'm gonna fight this time, fight every moment. Not gonna lie, it hurts this time, 'cause I am feeling alone on this side. Not gonna lie, I come back to life when I've got you. You are my gateway to heaven. I haven't known in my хочу так уметь. life. Да. Вот такой голос. Oh, my baby. Так я скажу. You are the best thing to happen. I got an Вот я об этом говорила. О, You make it all worth it, а, типа одержима. Finding my place, just a man in a man's world, making a name. It easy these days, Да. but when I come home to your sweet love, you're my тоже side есть of такие песни. heaven. I got my right or die in Так, ну, my конечно, arms песня. all night. Not gonna lie, it hurts sometimes when I am feeling alone on this side. Not gonna lie, I come back to life Ну, мне when I нравится. got you. Да-да-да. Дворец? Да. Ну да. You are my gateway to heaven. I haven't known in my life, my love. Oh, my baby. You are the best thing to happen. I got an angel that can't always get what you get. Ой, у меня страшно, я не You make it all worth it, baby. Мне очень нравится мелодия. О, мадам Лоренс, да. Если заметил, у него линза в этой песне. Мне очень нравится соло гитары. Да, соло гитары. Отлично. Not gonna lie, it hurts sometimes when I am feeling alone on this side. Not gonna lie, I come back to life when I got you. You are my gateway to heaven. I haven't known in my life, my love. Oh, my baby. Вот этот кадр. Ой, она так... Сейчас укусит! Не надо, пожалуйста! You make it all worth it, baby. Мистер Фух.
Не буду ничего говорить, сначала спрошу твое мнение, а потом задам вопросы, которые, мне кажется, интересно будет узнать ответы нашим зрителям, потому что полемику я уже видела. Что ты думаешь по этому поводу? По всему этому произошедшему? Мне очень хочется переслушать некоторые моменты, Мгм. особенно вот под конец. Я плохо расслышала. В один момент он прям что-то замутил такое, что... Давай переслушаем. Давай Давай. переслушаем этот момент. Давай переслушаем. Это до этого, кажется, было, нет? Да, вот чуть-чуть, да. Вот здесь? Мгм, да-да-да. my baby. You are the best thing to happen. I got an itch on the side. Don't care what you give me, single thing I never believe in, simply the day you make it all right, baby. Ну да, вот в принципе, да, это был момент, который я хотела переслушать. Я вообще даже я не знаю, что вам сказать сейчас, потому что вот именно вот эти вот пару моментов, когда он на-на-на-на-на-на-на-на-на, вот эти вот переливы, такое я, мне кажется, даже не слышала, чтобы кто-то делал именно вот так вот. И то, что он сочетает, опять-таки, то, что он сочетает оперный голос с этими мелизмами и с этими граулами, для меня это просто высшее мастерство. И этот дом, и эти свечи, и вся эта атмосфера. Ну, во-первых, это прям моё, вы понимаете, это моя атмосфера, это моя эстетика. Поэтому эта эстетика, вот ты прям правильно выбрала. Как вы видите, у меня даже вот есть ногти, ну, вам все не могу показать. Ногти тоже все под эстетику, и его голос просто очень обвораживающий. Да, мне очень понравилось. Дело в том, что вот блюз мы знаем как такой жанр очень душевный и очень такой свободный, раскованный. И когда мы смотрим американский такой, да, блюз, он с такими неточностями, с какими-то срывами, с такими эмоциональными, очень много хрипотцы. Димаш умудряется петь блюз в своей особой, вот как ты правильно подчеркнула, академической манере. То есть вся полетность, весь этот, вот этот стиль блюза, атмосфера, она остается на месте, но при этом он остается перфекционистом, и у него каждый звук, вот в отличие от какого-то черного музыканта в каком-то Чикаго-кафе, не знаю, да, каких годов, 60-х, где все идет на самотек, у Димаша, как мне кажется, согласна со мной, Да. у него блюз такой, и все импровизации, они какие-то очень точные, У него все как будто бы просчитано. просчитано и выверено, хотя он прекрасно умеет. Как Мы по это золотому сечению, или как там она Да, говорится. да, по золотому сечению. Хотя мы знаем, что он умеет, и я это знаю и слушала много раз, и видела на концертах, как он умеет импровизировать в прямом смысле слова, не прописывая нот заранее. Но у него это получается все время как-то как по золотому сечению, как ты правильно сказала, как будто это не вышло случайно, а все вышло абсолютно идеально. И здесь у него получается блюз такой же абсолютно академический. Сам клип, вот это уже мое мнение, да, скажу. Если его смотреть чисто с эстетической точки зрения, это такая классика, такая голливудская, вампирская, дракульная классика, согласись. Мгм. Замок, свечи, вначале классическая музыка, весь его образ. Это абсолютно гениально и очень качественно. Вот что касается клипа, это очень вкусно. Эти все девушки, это вся история, где мы видим его гарем таких уже Ой, девушки вообще. красивых, ну, таких уже более опытных, Куколки. уже очень укушенных девушек. И тут попадает такая невинная душа, но которая в нем вызывает те чувства, которые не смогли вызвать те девушки из гарема. Ты согласна со мной? Да. Да? Я считаю, что мой образ сегодня такой уже укушенный давно. А тут у нас новая жертва. Да, как сказать, а я- свежее мясо.
Так ты вырежешь снегу. Такая новая жертва, но уже немножечко под влиянием этими красными До губами. видео я была невинная жертва. Да. А теперь Всё. после просмотра клипа, кстати, хочу вам признаться, что я всегда делаю реакции абсолютно искренние. Я честно и ответственно жду, чтобы снять ее и смотреть вместе с вами. Но так как Димаш лично попросил просмотры, и я их давала, эти просмотры, просто включала видеоклип. Но, естественно, я не могла устоять, и мой взгляд периодически косился подсмотреть, что там происходит, но я искренне старалась не смотреть. То есть вот сейчас я смотрела с Викой этот клип от начала и до конца внимательно, впервые, можно сказать. И теперь добро пожаловать в укушенные. Да. Мы теперь Спасибо. укушенные. Теперь мне интересна такая вот вещь. Поклонники Димаша в комментариях развернули довольно такой активный спор насчет того, Это девушка-репортер. Она едет к Димашу, берет интервью, а потом, в конце, когда она открывает глаза, она вспоминает то, что он с ней сотворил. Или она по пути к нему заснула, и ей приснилось все, что произошло. Смогла ты этот момент уловить или нет? Если хочешь, мы пересмотрим. Вот она приехала. Я хочу видеть, что И это сейчас, произошло. посмотри, сейчас все начнется, да? Вот А, смотри. где это? В руках? Была? Сейчас, у нее. Вот, она что-то... Нет, чемоданчик у Что нее. это? Вот, Да, белая. что у нее? Хотя она когда садилась, у нее был чемодан. Чемоданчик, нет? Нет. Чемоданчик. А что ты в руках держит? Это... Помимо чемоданчика? А, нет. Нет, чемоданчик, смотри. Когда она вот едет обратно, это все еще продолжается та же дорога ее фантазии и сон. Действительно, она как будто бы проснулась, Да, она как будто бы проснулась. А вдруг это флешбэк? Вдруг она просто вспомнила это, заснула в машине и вспомнила. Да. Мне просто очень хочется верить, что это все-таки произошло. Ага, то есть все-таки это произошло. А интервью-то написано ею или нет, вы понимаешь? Или она узнала откуда-то, что вот есть такой человек, прочитала в газете, решила его навестить. И вот она все туда все едет, и ей приснилось сон, фантазия, как она едет. Либо это она уже сама сняла интервью, записала, в газете оно вышло, и она на обратном пути, едя куда-то, это вспоминает. Но при этом засыпает. Скорее всего, это все-таки сон, но мне хочется верить, что это действительно произошло. Но у нас только один вариант проверить, и это позвонить Димашу Кудайбергену. Хорошо. Дорогие друзья, у кого есть возможность спросить у Димаша Кудайбергена? Да. Эта девушка была им укушена и совращена. Отметьте его в комментариях, чтобы он точно увидел это, notifications, как сказать. Да, уведомление. Уведомление. В общем, нам нужно знать. Это ей невинной, робкой, простой журналистке привиделось во сне, расфантазировалась она, ей приснилось, как это все может быть, или она уже взяла интервью и, собственно, вспоминает, что же с ней произошло, да? Мне тоже очень В общем, интересно. это какая-то загадка. Мы, может быть, еще будем пересматривать и будем думать, как это Да, все что тут произошло. написано? Surrounded by a veil of mystery, attracted by the unexpected image of the main character and mysterious plot, the story will not leave the viewer indifferent. Это ничего нам об этом не говорит. дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы были с нами во время просмотра этого замечательного и волнующего видеоклипа. Кстати, я хочу напомнить вам, что очень важно смотреть клипы Димаша на его официальном канале. Пожалуйста, не забываем, эти просмотры очень важны. Вы знаете, что зачастую реакции набирают больше просмотров. Это совершенно недопустимо. Поэтому, пожалуйста, идите, ставьте лайки, пишите комментарии на официальном канале, потому что его творчество достойно наивысших похвал, миллионов, миллиардов просмотров. И я надеюсь, вам было с нами интересно. Пожалуйста, поделитесь в комментариях вашим мнением о том, что происходит с главной героиней, что происходит в этом клипе. Очень будет интересно узнать, да? Да, и первое впечатление тоже. Мне интересно сравнить мое и ваше. И нам тоже не забудьте поставить лайк. Не забудьте ставить лайк, подписаться. До новых встреч! Так вам, мои дорогие подписчики. Меня Мими лежит. Блин, Мими, Стань от меня. Место!